Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Массаж при остеохондрозе. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Как делать массаж спины в домашних условиях? Противопоказания. Заболевания, связанные с дегенеративными изменениями хрящевой ткани, носят общее название – остеохондроз. Чаще всего недуг поражает позвоночник. Причин заболеваний множество, поэтому к лечению нужно подходить комплексно. Терапия должна не только включать медикаментозные методы, но и специальные техники внешнего воздействия. Например, массаж при остеохондрозе, который дает быстрое облегчение. Такой эффект связан с разогревом мышц и улучшением кровотока. Однако, чтобы получить максимум пользы от процедуры, нужно знать, как правильно ее проводить. Причины возникновения и симптомы остеохондроза. Хрящевая ткань питается за счет окружающих мышц, пронизанных кровеносными сосудами. Именно в них происходят основные обменные процессы. При нарушении кровотока в тканях, окружающих позвоночный столб, обеспечение хрящей и суставов питательными элементами ухудшается. В них начинаются деструктивные процессы. Ткани истончаются, теряют эластичность. В межпозвоночном пространстве образуются грыжи, кисты. Сочленения позвонков становятся менее подвижными. Диски уплотняются. Из-за защемления нервных окончаний появляется неприятное ощущение и боль. Чаще симптомы заболевания проявляются после 35 лет, чему способствует гормональная перестройка организма и возрастные изменения, происходящие в системе кровообращения. К факторам появления остеохондроза относят генетическую предрасположенность, избыточный вес, неправильное питание, при котором развивается дефицит необходимых организму элементов, непомерные физические нагрузки и низкую подвижность, продолжительную тяжелую работу, связанную с повторением однотипных движений, при которых нагрузка на тело распределяется неравномерно, например, наклоны или повороты в одну сторону, плохую экологическую обстановку, плоскостопие. Влияние этого фактора объясняется просто. При неправильно сформированном своде стопы она не сможет полноценно выполнять функцию амортизации. При ходьбе вибрация будет передаваться позвоночнику. Под действием усиленных нагрузок диски уплотнятся, что станет причиной развития остеохондроза. Травмы позвоночника, искривление осанки, завершение спортивной карьеры, стрессы. Остеохондроз позвоночника локализуется в шейном, грудном и поясничном отделе. Проявляется постоянной ноющей болью, ухудшением подвижности конечностей, покалыванием и онемением в руках. При защемлении нерва возникает острая боль, которая усиливается при глубоком дыхании, повороте или кашле. Шейные позвонки могут пережимать позвоночную артерию, что приводит к обострению сердечных заболеваний, появлению шума в ушах, головной боли, головокружением. Возникает эффект мелькания мушек перед глазами. Подходить к ситуации нужно комплексно. При остеохондрозе применяют медикаментозное обезболивание. Набор физических упражнений помогает укрепить мышцы спины, снять нагрузку с позвонков, выправить форму позвоночника. Физиотерапия улучшает кровоток в месте воспаления, помогает вернуть ресурсообеспеченность тканей. Массаж тоже является частью восстановительной терапии. Он разогревает, усиливает кровоток в окружающих позвонки мышцах, возвращает тканям тонус, уменьшает воспаление и помогает снизить болевые ощущения. Кроме того, процедура дает общеукрепляющий эффект. Основные правила проведения массажных процедур. Массаж, безусловно, полезен, но при несоблюдении условий выполнения он может навредить. Процедура никогда не проводится в период острой стадии заболевания, иначе на его фоне болевые ощущения могут только усилиться. Длительность лечения является не менее важным фактором. Мероприятия проводят курсами от 4 до 10 сеансов. Только так можно добиться стойкого результата. Во время массажа болезненные части тела должны быть полностью расслаблены. При массировании шеи больной может занимать сидячее положение с опорой на руки.
Если поставлен диагноз остеохондроз поясничного отдела позвоночника, пациент укладывается на живот и вытягивает руки вдоль тела. Интенсивность манипуляций повышается постепенно. Массаж начинается с разогрева мышц легкими поглаживаниями. Основные движения переносят на конечную стадию процедуры. Завершают действие мягкими успокаивающими движениями. Разогретую область накрывают теплым одеялом и оставляют больного в покое на несколько минут. Во время массажа прорабатывают только мышцы, окружающие позвоночный столб. На позвонки не оказывают давления. Все совершаемые движения должны быть легкими, плавными, не причиняющими боль. Начинают процедуру с разогрева тканей, окружающих болезненную область, а заканчивают проработкой самого проблемного участка. Траектория движения обязана совпадать с направлением тока лимфы. Виды массажа. Некоторые виды массажа для сиюминутного облегчения состояния можно выполнять и в домашних условиях. Но если врач настаивает на проведении определенного курса, то следует обратиться к услугам профессионала. Классический. Техника классического массажа основывается на знаниях анатомии. Поэтому неподготовленному человеку такую процедуру будет выполнить нелегко. Сеанс длится около получаса и состоит из нескольких этапов. Вначале идет легкое поглаживание, подготавливающее кожу и мышцы к проведению процедуры. Такие манипуляции помогают пациенту максимально расслабиться. Затем врач приступает к растираниям, предшествующим основной нагрузке на мышцы. Интенсивность манипуляций со временем возрастает, а кожа спины становится красной и горячей. После 2 этапов подготовки специалист начинает разминать мышцы, прилагая самые большие усилия. Он активно прорабатывает все проблемные участки. На этой стадии интенсивность действий подбирается индивидуально. Движения должны быть сильными, но не болезненными. Перед выполнением массажа спины следует определиться с направлением движений. Поскольку лимфа течет от шеи к паховым и подмышечным узлам, то основные усилия стоит направлять от шеи к пояснице и от нее вдоль лопаток к плечам. Подготовительный этап начинается с легких поглаживаний всей ладонью от поясницы к шее и далее через плечевой сустав. Делают по 4-5 подходов, чередуя с выжимающими движениями, при которых ладонь чуть сильнее надавливают на кожу. На этот этап отводят не более полминуты. Растирание выполняют вдоль и поперек позвоночника пилообразными движениями. При этом используют следующие приемы. Первый – ладонь ставят ребром. Второй – укладывают ее полностью на спину и давят растопыренными кончиками пальцев. Третий – складывают в кулак, костяшками надавливают на кожу. Этот прием называют гребнеобразным. Движения делают 2 руками одновременно в одном направлении, либо попеременно, словно руки поочередно догоняют друг друга. Выполняя гребнеобразный прием, можно очерчивать круги или двигаться по спирали. На каждое движение устраивают по 5-7 подходов. Прорабатывают мышцы с помощью следующих манипуляций. Накатывание. Большой палец ладони отводят в сторону, согнутыми фалангами перебирают кожу, передвигаясь снизу вверх. Движения чередуют с веерообразными поглаживаниями плоской ладонью с растопыренными пальцами, которые движутся то вверх, то вниз. Совершая обратные движения, нужно слегка защипывать кожу. Разминание. Выполняется подушечками пальцев, всей ладонью опираясь на спину. Пальцы чуть согнуты, давят вдоль позвоночника круговыми движениями. Переставляют ладони ниже и повторяют прием. Более сильный эффект получается от надавливаний самой ладонью. Двуручное накатывание. Ладони расставляют на максимальное от позвоночника расстояние. Одновременно обеими руками описывают круги в противоположных направлениях. Пальцевая пила. Руки накладывают на спину по обе стороны от позвоночника. В работу включаются большие и указательные пальцы. Вверх идут поочередно пальцы то одной, то другой руки. Таким образом продвигается вдоль всего позвоночника. Длительнее всего останавливаются на наиболее проблемных местах. После проработки мягких тканей вдоль всего столба разминают трапециевидные мышцы.
Затем переходят на широчайшие мышцы. Кожу захватывают пальцами, будто щипцами. Применяют прием разминания с отягощением. Накладывают одну руку на другую. Верхняя ладонь помогает двигать пальцами нижней ладони. Самые болезненные участки можно еще раз проработать пальцевой пилой. Все движения повторяют по 8-12 раз. Результат разминания закрепляется вибрационными постукиваниями. Ладонь растопыривается веерообразно. Ею делают довольно сильные стягающие движения. Постукивание можно производить и гребнями пальцев. В этом случае ладонь должна быть сложена в кулак. В конце процедуры кожу успокаивают легкими поглаживаниями в течение 5-7 секунд. На этой стадии можно втирать обезболивающий гель или мазь. Пациента накрывают полотенцем и оставляют отдыхать. Медовый массаж. Мед – это природный антиоксидант. Он выводит шлаки, обогащает кожу витаминами, показывает легкий обезболивающий эффект, играет роль ускорителя метаболизма. Сеанс длится около получаса. Массаж выполняется на чистой и сухой коже. Мед должен быть подогрет до температуры тела. Процедура, как и в классическом массаже, начинается с легких поглаживаний. Теплая масса распределяется по телу равномерным и тонким слоем. Силовое воздействие заключается в отрывании ладони от кожи. Вначале нужно дать пациенту привыкнуть к ощущениям. Ладони накладываются перпендикулярно позвоночнику и отклеиваются легкими волнообразными движениями. Первым поднимается основание ладони, в последнюю очередь отрываются кончики пальцев. Руки прикладывают по всей спине. В области самого позвоночника давление должно быть минимальным. Со временем интенсивность движений усиливают. Ладони отрывают резче. На этом этапе на коже появляются покраснения. Массаж не должен вызывать болевых ощущений. В случае необходимости с резких движений переходят на более плавные. Основные приемы периодически чередуют с поглаживаниями. Процедура длится 12-15 минут. За это время мед меняет свою консистенцию. Он скатывается и превращается в плотную белесую массу, что свидетельствует о том, что эффективность процедуры достигла своего пика. Полезные вещества проникли в поры на максимальную глубину. В конце сеанса спину можно укутать одеялом. В таком положении необходимо провести еще 5 минут. Остатки меда удаляют влажными салфетками. По желанию больной может принять душ. Массаж с использованием банок. Баночный массаж по-другому называют вакуумным. Он выполняется с помощью медицинских банок различных конструкций – стеклянных, керамических, резиновых. В каждой емкости создается вакуум, за счет чего кожа втягивается внутрь. Это дает очень сильный терапевтический эффект. Ткани разогреваются, насыщаются кровью. Нормализуется отток лимфы. Проходят застойные явления. Уменьшаются болевые ощущения. Процедура выполняется в 2 этапа. Первый – на сухой коже и состоит из приемов классического массажа – поглаживаний, растираний, разминаний. Он призван подготовить кожу и мышцы к дальнейшему воздействию. Когда на теле появляется гиперемия, приступают к основным манипуляциям. Спину обильно смазывают массажным маслом или жирным кремом, после чего ставят банку, которой водят по спине вдоль массажных линий, двигаясь снизу вверх. Во избежание травмы капилляров нельзя надолго задерживаться на одном месте. Обработку необходимо чередовать с обычными поглаживаниями. Основная часть процедуры длится 10-12 минут. Кожа в конце сеанса становится красной и горячей. Появление этого признака свидетельствует об эффективности процедуры. Баночный массаж можно повторять в течение 4-7 дней. Точечное воздействие. Точечный массаж используется как вспомогательный метод. Им можно закреплять результаты классического массажа или снимать внезапно возникшую боль. Это один из способов помочь себе самостоятельно при таком заболевании, как остеохондроз шейного отдела позвоночника. Массаж выполняется круговыми надавливаниями кончиками пальцев на акупунктурные точки над вторым шейным позвонком. При надавливании уходят головные боли, отеки мышц воротниковой зоны,
Улучшается подвижность шейных позвонков. Следующая точка находится на 2 см ниже затылочного выступа. Ее стимуляция расслабляет мышцы шеи. Улучшить кровообращение в тканях шейного отдела помогает надавливание на точку в области 5-го позвонка. Стимуляция точки, располагающейся в середине боковой шейной мышцы, помогает снять спазмы в этой зоне. Точка на уровне 7-го позвонка отвечает за приток крови. Ее массирование помогает унять болевые ощущения. На каждую отметку нужно давить не дольше 1 минуты. Точечный массаж шеи при остеохондрозе приносит облегчение сразу после окончания сеанса. Эффективность массажа. Все виды массажа способствуют снятию зажатости, нормализации кровотока и обмена веществ. Процедура помогает укрепить мышцы, повысить подвижность суставов, устранить спазмы и выровнять осанку. Массаж спины при остеохондрозе разгоняет лимфу, убирает застой жидкости, уменьшает выраженность воспаления и помогает одолеть боль. Процедура способствует поднятию общего тонуса и укреплению иммунитета. Какие есть противопоказания? Лечебный массаж противопоказан на активной стадии заболевания, сопровождающейся выраженным болевым синдромом. Процедуру нельзя проводить во время развития инфекционного процесса, в особенности, если у больного повышена температура тела. Противопоказанием к массажу являются вирусные, бактериальные и грибковые поражения кожи с образованием сыпи или гнойничков. Если на обрабатываемой области имеются бородавки или родинки, массаж нужно делать крайне осторожно, стараясь не повредить эти образования. Остеохондроз лучше всего поддается лечению в начальной стадии болезни. Поэтому при появлении первых признаков не стоит тянуть с обращением к специалисту. Комплексный подход и соблюдение всех врачебных рекомендаций являются залогом хорошего самочувствия и быстрого излечения. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.